Всем привет! Меня зовут Паша Панфилов, я основатель Street FC, стильной лиги кулачных боев. Бои на голых кулаках стремительно ворвались в медиапространство. За последние несколько лет набрали популярность в разных странах и продолжают это делать. В этом видео я кратко расскажу об истории кулачных боев, а также о лигах из разных стран. Внесу свой вклад в популяризацию нового, хорошо забытого спорта. Кулачные бои существовали везде и всегда. Европа, Азия, Африка и Америка. Люди дрались с начала времен. Но мы поговорим не о драке как таковой, а о ее состязательной форме. О поединке с целью показать свою силу, сноровку и выявить сильнейшего. Поединка с определенными правилами и традициями. Наверняка вы со школы помните рассказы о Древней Греции и Олимпийских играх. Кулачные бои вошли в программу Олимпийских игр в 688 году до нашей эры. А Пифагор был не только философом и математиком, придумавшим свою знаменитую теорему, но и олимпийским чемпионом по этому виду спорта. Как видите, Древняя Греция дала не только математику, философию и культуру, а и кулачный бой как вид спорта, который распространился по всей Европе, а затем был перевезен и в Америку. А к концу 19 века стал тем, что сейчас называется боксом. А как обстояли дела с кулачными боями вне Европы? Люди плюс-минус одинаковые везде. Они всегда хотят помериться силой, выяснить, кто лучше. А агрессия заложена в нас природой. Без нее бы мы просто не выжили. Не будем разбирать все многообразие боевых искусств вообще. Давайте пробежимся по некоторым интересным региональным экземплярам, которые сохранились до сих пор и которые подпадают под определение кулачных боев. Все знают, что такое муай-тай или тайский бокс. Но не все знают о его родственнике – лэхвэй или лэтхвэй, он же бирманский бокс. Древний и жесткий вид кулачного боя из Мьянмы. Правила напоминают муай-тай, но есть несколько «но». Во-первых, разрешены удары головой. А во-вторых, бои проходят без перчаток. В старых боях можно видеть двух рефери. Первые упоминания о лэхвэй начинаются во II веке до нашей эры, а в неизменном виде он просуществовал аж до середины 20 века, пока Кьяр Баан Йен, бирманский спортсмен, не поучаствовал в соревнованиях по боксу на Олимпиаде 1952 года и по возвращению домой не решил модернизировать лэхвэй. Им были введены современные правила и судейство. Перенесемся в Африку. Помимо обычных боев без перчаток, там существует такой вид, как дамбе. Это традиционный вид боевого искусства народа Хауса в Нигерии. Дамбе уникален тем, что удары наносятся только одной рукой. Причем эта рука усилена намотанной на нее жесткой веревкой и тканью. Еще существовала практика добавления битого стекла, но она нелегальна. Рука для атак называется копье, а вторая рука, которая используется для защиты и захватов, щит. Бои длятся 3 раунда, но в раунде нет ограничения по времени. Раунд заканчивается только в 3 случаях. Нет активности, кто-то из бойцов попросил перерыв, или кто-то из бойцов коснулся рукой, коленом или телом земли. Это называется убить соперника. Побеждает тот, кто убьет соперника больше раз. Современная Мексика является кузней чемпионов мира по боксу среди профессионалов. Бокс здесь очень популярен. А еще это социальный лифт, потому конкуренция просто жесточайшая. А профессионалами могут становиться с 15 лет. Вспомним Сауля Альвареса. Однако, помимо бокса, есть традиция и кулачного боя, которая восходит к ацтекам. Фестиваль Сочемилька – день, когда отдают почести и вспоминают битвы между народом Науа и ацтеками. Как и во многих традициях Мексики, данный праздник – переплетение языческих и католических традиций. В этот день мужчины, женщины и даже дети выходят на специальную площадь и дерутся на голых кулаках. Особенность этих поединков в том, что тут нет раундов и вообще цели победить. Здесь важно как можно больше крови, а дерутся до тех пор, пока кто-то не сдастся или не будет нокаутирован. Бои проходят до захода солнца. Количество крови важно, так как ею окропляют землю. И, согласно поверьям, чем больше крови, тем лучше дожди и урожай. История современного кулачного боя начинается в 1743 году с введения правил Джона
Броттона, известного английского кулачного бойца и телохранителя короля Георга II, который как-то убил человека в бою и решил, что нужно систематизировать правила и ввести ограничения, чтобы впредь такого не повторялось. Потому что до этого, как таковых, правил не существовало, и они менялись от боя к бою в произвольном порядке. В 1838 году были введены правила лондонского призового ринга, которые немного изменили и дополнили правила Джона Броттона. А в 1867 году появились правила маркиза Куинсбери, которые окончательно сформировали бокс в современном его виде, ведь в них было два нововведения. Появилось четкое время раундов и перерывов, до этого раунд заканчивался, когда кто-то оказывается в нокдауне, и, самое главное, появились перчатки. Это правило постепенно переходит и за океан, в США. К концу 19 века Штаты потеснят Великобританию, а к 20 веку окончательно станут мировым центром бокса. В 1889 году состоялся последний официальный бой без перчаток за звание чемпиона мира. Он прошел в США между Джоном Салливаном и Джейком Килрейном и стал первым боем в истории, запечатленным на фото. На этот бой приехали такие знаменитости того времени, как писатель Оскар Уайльд и легендарный бандит Джесси Джеймс. К этому моменту бокс без перчаток уже стал незаконным на территории США и в дальнейшем полностью перешел на нелегальное положение. Интересная деталь, что даже бокс в перчатках стал полностью регулироваться только в 1920 году с принятием закона Уолкера и появлением Нью-Йоркской атлетической комиссии. Следует сказать, что введение перчаток произошло не для защиты головы, как думают некоторые, а для защиты рук. To protect the hands, not the head, как говорят американцы. Это было сделано в угоду зрителям, так как они хотели более зрелищных боев. А зрелищные бои – это сильные удары. А тейпированной рукой в перчатке можно бить в полную силу, не боясь получить травму. В общем, весь 20 век в США бои на голых кулаках проходили только незаконно и зачастую были связаны с мафией и нелегальными ставками. А что же в Великобритании? Дело в том, что бокс без перчаток никогда не был запрещен там. Да-да, он никак не регулировался, но запрета не было. Бокс без перчаток существовал наравне с так называемым нелицензированным боксом, то есть боксерскими боями, которые не были санкционированы официальной федерацией. Там были свои звезды, такие как Чарльз Бронсон и Ленни Маклин. Тот самый Ленни Маклин, который сыграл Барри Крестителя в «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Про Чарльза Бронсона, думаю, многие и так знают. Кстати, между этими титанами должен был состояться бой, но не случилось. Ну а следующий фильм Гая Ричи рассказывает непосредственно о подпольном боксе и боях на голых кулаках. В фильме «Снэч» показывается еще одна тема. В переводе это звучало как «цыгане». Однако этот народ не имеет отношения к ромам. В Великобритании с древности было свое кочевое племя, имеющее ирландское происхождение – Пейви или Irish Travelers. Как бы то ни было, у них действительно существует традиция межклановых поединков на голых кулаках. Об этом была снята документалка, которая так и называется – «Knuckle», то есть «костяшка». Кстати, Тайсон Фьюри является представителем народности ирландских путешественников. Возвращаемся в США. С появлением Ютуба набрал популярность такой парень, как Кимбо Слайс. Вы наверняка его знаете. Кимбо организовывал бои буквально на заднем дворе своего дома, на стоянках, паркингах и спортзалах. Харизматичный персонаж непременно устраивал зрелищные бои, даже если проигрывал. А зрители такое любят. Поэтому Кимбо пригласили сначала во второстепенные ММА лиги, а потом ему удалось выступить и в UFC. Также он выступал в профи-боксе. Другой участник видосов Слайса, Хорхе Масвидаль, также не нуждается в представлении. До UFC Хорхе дрался на улицах. Предтечей возвращения бокса на голых кулаках в официальное поле были поединки, организованные американским промоутером Дэвидом Фельдманом. В 2011 году он решился на эксперимент – добавить поединок на голых кулаках в вечер профессионального бокса. При этом само событие происходило на территории индейской резервации племени Явапаи. В силу особенностей американского права на территории резервации действуют собственные законы. Поэтому Фельдман не рисковал быть наказанным атлетическими комиссиями. Расчет Дэвида был посмотреть реакцию публики, причем основными были зрители платной онлайн-трансляции.
Эксперимент удался. Сайт упал от количества желающих посмотреть бой. Для экспериментального боя Фельдман выбрал не абы кого, а легендарного подпольного бойца Бобби Ганна. Он, как и Тайсон Фьюри, происходит из Пейви, ирландских кочевников, только эмигрировавших в Америку. Его рекорд в подпольных кулачных боях 71-0. Среди побежденных значится телохранитель JZ Эрнест Джексон. Дэвид Фельдман продолжил долгую упорную работу по переговорам с властями разных штатов, попутно продолжая проводить бои в индейских резервациях. Пока в 2018 году наконец не добился положительного ответа от штата Вайоминг. Как писали в новостях, 28 штатов ответили «нет», а один ответил «да». 2 июня 2018 года прошел первый турнир Bare Knuckle Fighting Championship, или BKFC, тем самым став первой лигой с 1889 года в США, которая получила официальное разрешение на организацию боев на голых кулаках. И одним из участников первого официального турнира стал уже известный нам Бобби Ганн. Его оппонентом выбрали бразильского крепкого джорнимена, боксера-профессионала Иринео Коста, младшего. Бой закончился очень быстро, победой Ганна нокаутом. После этого Бобби больше не выступал, а в прошлом году он был арестован за совершение смертельного ДТП под веществами и побега с места происшествия. BKFC стали продолжателями традиций лондонского призового ринга. Поэтому используют круглую площадку с 8 стойками и натянутыми между ними канатами. Раунды длятся по 2 минуты. В основном это 5-раундовые бои, но бывают и больше. Из защитной экипировки капа, бандаж и тейпы. Бинтуются запястье и кисть, но костяшка должна быть открыта не менее чем на 3 см. Разрешен так называемый грязный бокс, то есть прихваты и удары в клинче. Можно бить открытой ладонью. По своей концепции BKFC — это аналог UFC или профессионального бокса. Это уже мейнстримная лига с высоким уровнем организации, большими площадками и известными спортсменами. На первых порах они привлекали либо известных пенсионеров ММА, либо молодых бойцов, желающих засветиться, либо вообще сбитых летчиков, как, например, Артем Лобов, который, как уже много раз было сказано, был посредственным бойцом в UFC, но зато имел публичность, так как известен тем, что он друг Конора Макгрегора. Справедливости ради, Лобов стал находкой для BKFC. Его стиль нравился зрителям, чего стоит их 2 боя с Найтом. В итоге лига получила собственную звезду, а Артем — самые большие гонорары в своей жизни. Следующая лига, которую я хочу рассмотреть, это BYB – Backyard Brawl. Как следует из названия, это драки на заднем дворе. Буквально так и происходило. Создатель этой лиги, Дафир Харрис, также известный как Дада 5000, о нем есть документалка на Netflix, работал телохранителем у Кимба Слайса. Ездил с ним по стране и как-то поучаствовал в уличных боях, которые тот организовывал. Как говорят, он показал супер зрелищный бой, и Кимба, испугавшись, что Дада затмит его славу, уничтожил видео. После этого Дафир решает замутить свой движ. Во дворе матери он строит ринг и начинает быть промоутером нелегальных боев. Так как он жил в очень бедном и неблагополучном районе, то желающих было достаточно, ведь можно было подзаработать. Интересно, что ринг треугольной формы. Это объясняется тем, что бойцы будут стремиться не уходить из центра ринга, дабы не угодить в угол, который имеет ширину 60 градусов, и бой будет плотнее. И еще в то время не было ни врачей, ни судей. Бой мог закончиться только нокаутом, отказом человека, либо остановкой рефери, Дафиром Харрисом. Все это происходило в конце 2000-х. Параллельно с этим Дада успел провести 2 боя по правилам ММА и в обоих одержать победу. Канал BYB на YouTube появился в 2014 году. Канаты, натянутые во дворе прямо на земле, сменила клетка. Однако она сохранила форму треугольника. Бой длился 1 10-минутный раунд, были разрешены удары ногами. После нескольких выпусков на канале на 4 года воцарилась тишина. Сам Дафир Харрис успел в 2016 году подраться с Кимбо Слайсом в Беллаторе. Бой проиграл в 3-м раунде, попал в больницу с сердечным приступом и почечной недостаточностью. Кимбо провалил допинг-тест, потому бой объявили несостоявшимся. Кстати, поединок с Дадой стал для Слайса последним в жизни. Через полгода он умер. В 2019 году на волне успеха BKFC в получении официальных разрешений
Дафир Харрис получает лицензию для своей лиги. BYB получает право организовывать поединки законно. Теперь у них есть раунды по 3 минуты, бой длится 5 раундов. Только бокс. Есть судьи и все атрибуты соревнований. Кстати, в BYB разрешены 4-унцовые перчатки, но костяшка должна быть открытой. Используется как клетка, так и ринг треугольной формы. В 2020 году Амиран Сардаров стал соорганизатором одного из турниров под брендом BYB. Бойцы из России дрались с бойцами из США. Главным событием стал бой с участием Сергея Харитонова. Видео выше на канале Амирана, после сотрудничества прекратилось. Еще одну лигу в 2018 году создал член Зала славы UFC, легендарный Бас Рютен. World Bare Knuckle Fighting Federation. После первого ивента возник скандал с невыплатами гонораров, было возбуждено уголовное дело против соорганизатора Томаша Станкевича, так что WBKFF закончился. Другая легенда UFC и тоже член Зала славы Кен Шемрак в 2019 году организовывает Valor Bare Knuckle. Valor переводится как «доблесть» или «мужество». Лига примечательна необычной площадкой. Она называется Яма или The Pit. Имеет вогнутую форму, немного похоже на то, что есть в Karate Combat. То есть края подняты. Нет никакого ограждения. Ну и участвуют только тяжеловесы. Кен провел только одно мероприятие в 2019 году. Второе было анонсировано, но так и не прошло. В интервью он говорил, что возникли сложности с тем, что мероприятие пока не может отвечать высоким стандартам самого Шемрака. Если говорить о первой официальной британской лиге, то это BKB, что расшифровывается просто как Bare Knuckle Boxing. В источниках указано, что они появились в 2015, но первое мероприятие и канал на YouTube появились в 2016. Как вы помните, кулачные бои в Великобритании запрещены не были. Основатели Джим Фриман, бывший футбольный тренер, и Джо Браун. Бои в BKB проходят в ринге, который меньше ринга для профессионального бокса. Как и в американском BKFC, раунды длятся по 2 минуты. Правда, на сайте указано, что в дальнейшем длина раунда может стать 2,5 минуты, а перерыва 1,5. Бойцы дерутся в боксерской форме, допускается футболка. Тейп закрывает костяшку. Что интересно, после нокдауна считает не до 10, как везде, а до 18. Также на канале в старых видео можно найти поединки в сене. Раньше даже был отдельный канал Be Bad Promotion, созданный аж в 2009 году. Потом стал частью лиги. Это так называемый Irish Stance. Помимо того, что поединки проходят внутри блоков сена, этот вид кулачного боя характерен очень маленькой дистанции. Площадка имеет где-то 3 на 3 метра, что полностью исключает возможность сесть на велосипед. Рубка идет кость в кость. Именно такой матч показан в документалке Vice о кулачных боях. Джеймс Макрой, боксер тяжелого веса и звезда BKB, выиграл первый за 150 лет титульный бой на голых кулаках между Великобританией и США. Но, несмотря на это, появившийся позже на 2 года американский BKFC стал главной мировой кулачной лигой. Идем дальше. UBKB Ultimate Bare Knuckle Boxing. Британская лига, которая больше примечательна своим основателем Шоном Смитом, по прозвищу «Самый страшный коллектор в Великобритании». Шон – член банды из Ливерпуля, занимался выбиванием долгов, затем был втянут в войну с наркомафией, потом в 2011 году сел на 5 лет за вооруженные преступления. Тот же Вайс снял документалку и о нем. После выхода Шон решил поменять жизнь. Открыл зал бокса на голых кулаках, чтобы помогать парням с улицы, и даже создал свою лигу. К слову, в 2017 году он получил привет из прошлого, и кто-то поджег зал. Здание получило большие разрушения, но, к счастью, никто не пострадал, а фанаты Смита быстро собрали необходимую сумму, и зал был восстановлен. Правила UBKB отличаются от BKB только тем, что при нокдауне отсчет вообще до 20, но на 18 боец уже должен стоять на ногах. Канал на YouTube создан в 2018 году. С тех пор новых видео не было, но в офлайне мероприятия происходят до сих пор. Еще одна британская лига – BKF Fight Club. Канал создан в 2019 году. Там достаточно много видео, но последнее было в прошлом году. Анонс 3-го сезона. К сожалению, он так и не вышел на YouTube. BKF характерен тем,
что все бои происходят только по схеме Irish Stance в сене. Rogue Elite BKB – еще одна британская лига. О ней минимум информации. Основатель некий Стивен The Killer Миллер. Прошло только одно мероприятие, второе было анонсировано на сентябрь 2018, но так и не вышло. Следующими по времени появляются российские лиги. Распространение поп-ММА и популярность BKFC подготовили почву. В январе 2020 года появляется канал Top Dog. Данил Алеев, по прозвищу Регбист, бывший боец ММА лиги Стрелка, проводит турнир в конце декабря 2019 года на парковке офисного центра. Ринг — это круглая площадка, обложенная блоками сена. Бои длятся 3 раунда по 2 минуты. В дальнейшем чемпионские бои стали длиться 5. Тейпируются запястье и кисть. Костяшка должна быть открыта не менее чем на 3 см. Вообще, забегая наперед, большинство лиг придерживается правил тейпирования именно BKFC. Начиная с последних сезонов в топ-доге разрешены удары из клинча плечом. Бэкфисты запрещены. Вообще, бэкфисты почти везде запрещены, так как поединки проходят по правилам бокса на голых кулаках, а в боксе нельзя поворачиваться спиной к сопернику. Однако в некоторых лигах их пробивают. Бойцы-мужчины дерутся в уличной одежде без футболок. Недавно Top Dog анонсировал новый подпроект Top Dog Rage – поединки на голых кулаках по правилам К1. Извечный соперник Top Dog – Hardcore. Созданный на полгода позже и ставший 5-й по счету лигой, достаточно быстро вышел на первое место по количеству подписчиков, просмотров и вложенных бюджетов. Основатель хардкора Анатолий Сульянов – бизнесмен с неоднозначной репутацией. С ним связаны разные скандалы, от обвинений в невыплате денег бойцам до банкротства компаний. Советую посмотреть большой репортаж издания «База». Хардкор выбрал для себя путь шоу. Такой себе рестлинг в мире кулачных боев. В лиге делается упор на трэш-ток и постоянные конфликты между участниками. Съемки проводятся с размахом. Необычные локации, например, плывущая баржа, дорогие декорации, тематические выпуски. Бои проходят либо в клетке, либо в 8-угольном ринге. 3 раунда по 2 минуты с возможностью проведения экстра-раунда. Бойцы дерутся в боксерской форме. Часто именно Top Dog и Hardcore противопоставляют друг другу. У кого правильный антураж, у кого сильнее бойцы и кто вообще тру. Дошло даже до вызовов основателями друг друга на бои. Но не будем об этом. Если идти по хронологии, то следующим после Top Dog появляется Punch Club. Популярный канал о фитнесе и единоборствах Бодимания выступил информационным партнером лиги, что дало хороший толчок. Характерной особенностью Punch Club было то, что они выбрали стиль а-ля начала 20 века. Бойцы дерутся в белых рубашках, брюках и подтяжках. Вначале площадкой был просто круг из людей. Потом был сезон со сменой имиджа. Бойцы дрались, соответственно, в белой и черной майках, а площадку окружала стена из покрышек. К последнему сезону стиль острых козырьков снова вернулся, а площадкой стал маленький ринг, стилизованный под старину. В правилах на сайте указано, что рука тейпируется и костяшка должна быть открыта не менее чем на 1 см. Однако, начиная с новогоднего выпуска 2021 года, бойцы дерутся в ММАшных перчатках. Помимо обычных ребят, в панч-клабе принимают участие и известные блогеры. Кулак. В отличие от предыдущих российских лиг, появился в Санкт-Петербурге, а не Москве. В создании замешан известный спортивный блогер Артем Тарасов. Бои проходят как просто в толпе людей, так и в клетке. Также участвуют блогеры и есть трэш-бои. Кулак продвигает и ММА-бои также. Лига Godzilla Fight появилась под конец 2020 года. Как я понимаю, к этой лиге приложил руку Евгений Курданов по прозвищу Моряк, известный кулачный боец. Но это не точно. Бои проходили в круглой площадке, обложенной мешками. Бойцы дрались как в уличной одежде, так и в боксерской форме. На данный момент канал не активен. USF – United Steel Fighters. Сходу заявили о гран-при в $1 миллион. С момента появления прошло пока только одно мероприятие. Бойцы дерутся в боксерских или мамашных шортах, как сказано в описании, в запатентованной площадке Vertex. Не знаю, что именно в ней особенного. Также на сайте пишут, что внутри этой площадки можно проводить групповые бои. Видимо, нас ждет новый формат. Лично у меня есть вопросы. Информации в прессе практически не нашел, но USF противопоставляют себя ни много ни мало UFC. Хотя при таких масштабах в трейлере использовали бои из другой лиги. И не кого-нибудь, а BKFC. В Сибири тоже возникла своя лига – Gentlemen's Battle Сибирь.
Ребята не заморачивались с местом и продакшеном, а просто дерутся в клубах или барах. На полу положен ковер. Бойцы дерутся в белых рубашках и черных брюках. В первых видео также были подтяжки, стилизация под старину. Сейчас просто нарядно: белый верх, черный низ. Основатели Павел Дружинин и Александр Скорский. Причем Павел тоже дрался в собственной лиге. Еще одна лига из Новосибирска. Тоже Gentlemen's, только не Battle, а Fights. Я не смог найти канал этой лиги, но их видео вместе с Gentlemen's Battle есть на канале Мотиватор. Тут только один выпуск, бойцы дерутся в клетке, но в уличной одежде. Примечательно только тем, что в боях принимал участие парень с одной рукой, и бой, кстати, выиграл. Еще одна лига из провинции РФ. Бой легендарный из Красногорска. Тут бои проходят в сене, бойцы в брюках и белых рубашках, кто-то с голым торсом. Я не знаю зачем, но в монтаже сцены боев чередуются с музыкальными выступлениями артистов в баре, в котором все происходит. Ну и вообще все действо проходит под живую музыку. Февраль 2021. Появляется Tough Enough. Это лига из Екатеринбурга. Бойцы дерутся в клетке, по стилю напоминает хардкор. Один из братьев Тарасовых уже там. Последнее по хронологии — Берсерк. Март 2021. Омск. Тут пошли по пути топ-дога. Но ребята выбрали бочки в качестве ограждения и АОЕ-тему в трейлере. В Беларуси тоже есть свои лиги. Начнем с Old School Fighting Championship. Первая появившаяся лига в этой стране. Но не знаю, что тут комментировать. Есть только один выпуск, вы сами все видите. Одно хочу сказать. Бетонный пол и колонны гораздо опаснее, чем голые кулаки. В Gentlemen's Battle хоть ковер постелили. Black Fight Club. Еще одна лига. Появилась в 2021. Здесь бои проходят в небольшом помещении на ринге. По концепту ребята, как по мне, решили пойти по пути хардкора. Много трэш-тока и конфликтов. Из интересных приемов это GoPro на голове у рефери, что дает новый ракурс. Кстати, Top Dog использовал это в последнем сезоне. И еще одни коллеги из Беларуси. Замес. Самая свежая по времени. Бои проходили и в площадке, огороженной сеном, правда сверху еще обмотанным полиэтиленом, и в клетке с низкими стенками. По картинке напомнила Punch Club. Вернемся на запад. Польша. Громда. Появляется в начале 2020 года. Набрала большую популярность как в Польше, так и в других странах. Бойцы дерутся в ринге в боксерской форме. Участвуют только тяжеловесы. Самый знаменитый боец Кристиан Кузьма по прозвищу Тайсон – реальная звезда. Польская лига близка к околофутбольной тусовке. Еще Громда славится своими ринггерлс. Другая польская лига – Кровавый спорт. Очевидная отсылка на легендарный фильм с Ван Даммом. Это пока что единственная лига по кикбоксингу на голых кулаках, что я нашел. Бои проходят в клетке по правилам К1. Канал создан в 2020 году. Еще западнее, в Германии, тоже есть кулачные бои. Hades Fighting. Hades — это Аид, бог царства мертвых. Почему такое название? Понятия не имею, не знаю немецкого. Эту лигу создал обзорщик с канала под названием Ring Life. Он долго пилил различные обзоры на бокс, ММА, кулачные бои и, видимо, решил воспользоваться своей популярностью и создать лигу. Бои проводятся в сене, бойцы в уличной одежде. Тейпировка такая, как в британском BKB, а не в BKFC, то есть костяшка закрыта. Ring Life является партнером Top Dog. Он комментирует трансляции для немецкоязычных зрителей. На секунду залетим в Казахстан. Что тут? Street King League или SKL. Они позиционируют себя как кулачные бои, но бойцы дерутся в ММАшных перчатках. Первый сезон был больше похож на съемку тренировки в зале. Он и был снят в зале обычном. Во втором ребята поменяли локацию и продакшн, а также обычный ринг заменили на 4 самодельных стойки с натянутыми канатами. Еще нашел страницу Проспект FC, но с момента создания в 2020 году там пусто. В общем, Казахстан тоже в теме. Пока готовил сценарий, наткнулся на грузин. Да, в Грузии тоже есть своя лига. Гама. Почему гама? Гама — это удар на древнегрузинском. Бойцы дерутся в ринге с бечевкой вместо каната. Кто в шортах, кто в штанах. По атмосфере напомнило что-то из британских лиг. Еще одна лига, на которую наткнулся в последний день — Alligator Fighting Championship. Очень неожиданно, но это Кыргызстан. Несмотря на то, что это небольшая республика, съемки на достаточно высоком уровне. Бойцы дерутся в ринге, как у хардкора, но в уличной одежде. Ну и, наконец, Ридна, Украина. Кулачные бои к нам пришли под конец 2020-го. И сразу в лице большого игрока.
Parimatch, одна из крупнейших букмекерских компаний в СНГ, решила не размениваться на мелочи и создать собственный проект, а не идти в спонсоры. Так появился Махач. Основатель Махача, Андрей Лимонтов, по совместительству является SEO Parimatch Fighting Academy. Fighting Academy — это огромный фитнес-комплекс с упором на боевые виды спорта. Именно там и проходили съемки Махача. Бои в Махаче проходят на площадке, окруженной мешками. Бойцы дерутся в уличной одежде. Помимо самих боев были выпуски со сборов бойцов. Андрей Лимонтов не скрывает, что вдохновлялся топ-догом. Лига быстро стала самой крупной в Украине. В судьи и зрители привлекали известных спортсменов и блогеров. А главной приглашенной звездой стал бывший боец BKFC Артем Лобов. Боец, выступавший в Махаче, известный как армянский кубинец, потом перешел в хардкор и стал там одной из главных звезд. Махач также подняли планку не только в Украине, но и СНГ, когда провели знаменитый бой между Денисом Беринчиком, известным непобежденным действующим профессиональным боксером, и вышеупомянутым Артемом Лобовым. Бой проходил на большой площадке, и впервые велась платная прямая трансляция. Во втором главном бое вечера дрался чемпион лиги хардкор Абубакар Сулейманов и проиграл Валерию Выгонскому. Lucky Punch. Еще один киевские ребята. Создатель Евгений Пивоваров. На пресс-конференциях Lucky Punch много конфликтов и трэш-токов. В первых сезонах бои проходили в клетке, в последующих в чем-то среднем между рингом и клеткой. Бойцы дерутся в боксерских шортах, также проводятся бои по ММА. Стиль картинки напоминает хардкор. В судьях присутствуют известные спортсмены. Бро за бро. Название обязывает, поэтому по стилю эта лига более уличная, пацанская. Картинка сдержаннее, цвета приглушенные, хотя бои проходят в ринге восьмиугольном и бойцы дерутся в боксерской форме. В дальнейшем бро за бро сделает гран-при. Closed Fight Club. Это андеграунд. Ребята позиционируют себя как закрытый бойцовский клуб. Это выходит из названия. У них интересный продакшн и необычная площадка. Это круг, обитый досками и с канатом наверху. Не знаю, как в такое прилетать головой, но смотрится прикольно. Прям очень по-гайрически. Бойцы дерутся в уличной одежде. Closed Fight Club. Называют себя бои на бинтах. То есть тейпы закрывают костяшку и на них есть накладка. Ну и наконец расскажу о нас любимых. Street Fighting Championship. Или Street FC. Вообще, я всю жизнь занимаюсь боксом, прям вот с детства. И хотя я был из приличной семьи, но это было начало-середина 90-х, Николаев, рабочий город, ну, вы поняли. К тому же мой старший брат был профессиональным боксером. Так что шансов вообще не тренироваться у меня не было. Поэтому тема боев мне не чужая. Не скажу, что я был фанатом бокса на голых кулаках. Ну, я знал о BKFC, иногда смотрел. Но потом мой партнер, с которым мы вместе занимаемся IT-бизнесом, скинул видосы топ-дога. И они зашли. Но что стало триггером к созданию собственной лиги? Все очень просто. Я не хотел больше смотреть российский контент, так как меня зацепила одна вещь. Для съемки нескольких эпизодов о сборах регбист приехал в Крым. Да-да, ребята, спорт не вне политики. По крайней мере для меня. В общем, в короткие сроки и за свои деньги вместо презентации мы запилили пилотный сезон. Кстати, в пилотном сезоне у нас был бой по правилам К1. А после него и публикации в СМИ получили первых партнеров и рекламных спонсоров и сделали полноценный первый сезон. И если охарактеризовать все одним предложением, то по атмосфере и стилю получилась вечеринка. Правда, с дракой. Меня вдохновляли боевики про боевые искусства 80-х, 90-х, 8-битные игры, нуарные комиксы и киберпанк. Ну и, конечно же, какая улица без тру хип-хапа. В общем, планы на следующие сезоны большие, идей много, понимание ясное. В этом видео я упоминал только лиги, которые специализируются по боксу, максимум кикбоксингу на голых кулаках. Я знаю о лигах ММА на голых кулаках, я знаю, что некоторые организации в свои вечера боев включают поединки на голых кулаках. Все-таки это не то. Напишите в комментариях, кого я упустил, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш супер фэшн Instagram. Если хотите, чтобы кулачный спорт развивался, кидайте донат на Patreon или карту. Всем файт!